Всем большой привет, друзья! Вы на канале Люблю вкусно похомячить, а значит сегодня опять будет что-нибудь вкусненькое. Итак, готовим сегодня шашлык в очень интересном маринаде. А сейчас подходим чуть поближе, я покажу, что буду использовать для этого рецепта. Итак, здесь у меня мясо, свинина, 3,5 килограмма. Из приправ: соль с добавлением йода, чеснока и зелени, перец, сладкая паприка, кориандр, моя любимая грузинская приправа уцхо-сунели, сухой чеснок, майонез, я потом расскажу зачем. И изюминка сегодняшнего нашего рецепта — это консервированные помидоры. И лук, порезанный полукольцами. Для начала, друзья, порежем шашлык на порциональные кусочки. Режем, друзья, довольно-таки на большие кусочки. Как говорится, большому куску и рот рад. И отправляем шашлык в емкость, где мы будем его мариновать. И продолжаем дальше. Мясо готово. Теперь его убираем в сторону и займемся маринадом для нашего шашлыка. Здесь у меня довольно-таки много лука, порезанные полукольцами. В первую очередь добавим соль. С солью, друзья, будьте очень осторожны, потому что в наших помидорах есть тоже соль и сахар, чтобы вы не пересолили. Я же на это количество добавлю 2 чайных ложки. Здесь у меня соль, как я уже говорил ранее, с чесноком, зеленью и с добавлением йода. Добавлю 2 чайных ложки. Сейчас начнет лук давать сок. Добавляем черный перец. Соль и перец — это, в принципе, все по вкусу. Красная паприка. Она придаст красивый цвет при жарке нашего шашлыка. В среднем тоже 2 чайных ложки. Я добавлю чуть-чуть больше. Кориандр. Вот так будет достаточно. Моя любимая грузинская приправа уцхо-сунели. Сухой чеснок. И вот теперь это все тщательно перемешиваем. Вот что у меня получается. Лук начал давать сок. Сворачиваем теперь наше мясо на место. И теперь тщательно перемешиваем мясо с нашим маринадом. Теперь тщательно все, как я уже говорил, чтобы каждому кусочку достался индивидуально наш маринад. А вот теперь, друзья, добавляем наш секретный ингредиент. Это маринованные помидоры. Я видел, многие делают похожий шашлык и добавляют, скажем, на 3 килограмма добавляют 3-литровую банку помидор. Это сильно много. Шашлык у вас не должен плавать. Шашлык должен в себя взять столько, сколько ему будет нужно. И теперь смотрим, чтобы вся жидкость у нас впиталась в наш шашлык. Еще раз скажу, сильно много рассола для этого маринада не надо. Вот мы сейчас видим,
мясо в себя взяло сколько ему нужно. Можно еще добавить немного рассола. И еще раз перемешать. Вот так будет достаточно. И сейчас расскажу, друзья, для чего мне нужен майонез. Как все мы знаем, друзья, в любой консервации есть добавление сахара. Значит, наш шашлык будет гореть. Он будет такой черный, придаваться корочке. Совсем не аппетитной. Чтобы этого не случилось, добавляем немного майонеза. Еще раз повторюсь. Буквально 2 столовые ложки. Наш шашлык не должен плавать в майонезе. В данном случае майонез будет служить тонкой оболочкой вокруг нашего мяса, чтобы наш шашлык при жарке не пригорал. Тщательно это все перемешиваем. По цвету должно у вас получиться, друзья, слегка красноватый вот такой маринад. Сейчас я покажу поближе. Вот такой цвет должен у вас получиться. За кадром я добавил еще немного соли. Это тот вкус. И сейчас при комнатной температуре оставляем это все на 2 часа. Через 2 часа мы с вами включимся и продолжим приготовление нашего шашлыка. Мы с вами плавно переместились на улицу. Прошло в общей сложности 2,5 часа. Разжигаем мангал. Угли, как говорится, посидели. Мангал готов к работе. И производим закладку нашего шашлыка. Вот так. Как раз. И самое важное, друзья, первые 3 минуты тщательно переворачивать. 1 минутка на одной стороне, сейчас переворачиваем на другую сторону. И продолжаем жарить наш с вами шашлык. Друзья, наше видео подходит к концу. Вот что я имел в виду. Красивый цвет шашлыка при жарке. Но если мое видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. И до скорой встречи на канале. Всем пока-пока.